Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Александр Лазарев, политолог, на связи прямо сейчас. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, рад видеть и слышать. Взаимно. Друзья, пишите в комментариях, что думаете, оценивайте, как те или иные позиции и диспозиции аналитику. Ну и, конечно, набор аргументации. Это очень важно для того, чтобы на будущее понимать, да, что было воспринято, что нет. Александр также ведет соцсети, поэтому телеграм-канал, ютуб-канал, ссылки в описаниях. И тоже читает комментарии к этому эфиру тоже. И поэтому давайте как-то быть сопричастны к тому, что обсуждаем. Начнем, пожалуй, с такого удивительного. Вроде бы все несколько дней после Стамбула обсуждали российский меморандум, его текст. Обсуждали, и в принципе понятна реакция Зеленского, да, на этот документ. Она была высказана ровно как вчера, да и позавчера тоже, и в Вильнюсе на саммите, и когда он называл идиотами тех, кто предлагает 2-3-дневные очаги перемирия, да, на фронте для того, чтобы собрать трупы. Ну и, собственно, в принципе, понятно, да? Но тут чудо, как гром среди ясного неба, оказывается, это не тот меморандум, который опубликовали. В меморандуме российском утверждает российское же издание RT, ну, это телеканал, медиахолдинг определенный, оказывается, нет запрета на размещение войск, да, и ограничений ВСУ. Вот это вот уже интересная новость. В чем интересность? В том, что оказывается не все так прозрачно на столе Стамбула, как было до этого. Соответственно, это же должно как-то поменять отношение к этой контактной группе, к переговорам, ведь все уже как бы его заранее похоронили. И Зеленский, говорит, бессмысленный, и Путин говорит, о чем говорить с режимом, который там террористические методы применяет. Но тут всплывают интереснейшие подробности. С чем это связано и что означает? Смотрите, есть фасадный уровень политики, да, есть реальный уровень политики. То, что мы видим на дипломатической плоскости, это фасадный уровень политики. Это то, что необходимо показывать мировой общественности, показывать переговорной дипломатической группе. Там в основу всего взят протокол, и эти встречи происходят ради протокола и ради каких-то оперативно-тактических изменений либо побед. Да? Ну, вот оперативно-тактические – это обмен военнопленными. 1000 на 1000, сейчас уже 1200 на 1200 будет, да? Передача тел погибших солдат ВСУ, это тоже оперативные сдвижения. Переговоры стратегического уровня, стратегического характера ведутся в первую очередь между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Украина там никак не участвует. Нравится это кому-то, не нравится, ну да, Украину без Украины уже начали решать и начали решать давно. Более того, в этом процессе даже не участвуют европейские партнеры Украины. Как-то на кривой козе, простите за выражение, да, косо-криво пытаются участвовать британцы. Но их в сам переговорный процесс между Россией и Америкой не пускают. Поэтому они идут на всяческие изощрения, да, там, помощь в совершении каких-то диверсий, терактов, да, и подобных вещей. Это все как бы две разные плоскости. Но есть фундаментальный момент, с которым ни российская сторона не согласна, и с которым не согласна украинская сторона. Это очень важно. Этот фундаментальный момент – это статус Украины как государства, да, это внеблоковый, безъядерный, нейтральный статус, на котором настаивает Российская Федерация и которому противится Владимир Александрович Зеленский. Неоднократно он об этом сказал, что подобный меморандум – это ультиматум. А дальше уже, да, будет количество ВСУ или не будет. То есть это мы выдвигаем, условно говоря, да, вот одна сторона и другая выдвигает какой-то набор приоритетов, да, набор своего видения. Из этого набора мы можем исключить пункты, которые менее приоритетны при выполнении всех остальных пунктов. То есть я это вижу именно так, никак по-другому. Но если невозможно выполнить основные пункты, то есть фундаментального характера, то говорить о выполнении каких-то там второстепенных, вторичных пунктов, ну, я бы не стал.
Не будет уменьшения количества ВСУ, окей, но если Украина не пойдет на то, что она не может стремиться в НАТО, да, и натовские войска, и войска союзников не будут размещаться на территории Украины, то Россия, понятно, ничего подписывать не будет. При этих обстоятельствах уменьшение количества ВСУ, увеличение количества ВСУ не играет никакой роли. Фундаментальный вопрос не решаем. Угу. Очень интересно вышел сегодня Песков, прокомментировал слова Путина о том, что режим приобретает черты террористического, поэтому переговоров не будет, как бы смягчая риторику, говорит, что не-не-не, мы все идем по этому треку, переговорные группы работают, Стамбул работает, даже несмотря на то, что действительно, вот как сказал Путин, так и есть. Получается какая-то странная игра со стороны Российской Федерации, в чем она заключается? Это игра между Россией и американцами. То есть, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки. Мы помним, вчера был разговор Трампа и Владимира Путина, после которого Трамп сделал объявление. Путин не делал объявление, сделал Ушаков, но сделал такое очень сдержанное, короткое, да, в котором, в принципе, непонятно, о чем разговаривали. Трамп сказал конкретно: мы поговорили с Путиным, он сказал, что будет удар возмездия. Разговор был хорошим, это, кстати, очень важный момент, хорошим, но не тем, который ведет к миру. Да, ну хорошим. Ну, не знаю, с точки зрения Трампа удар возмездия это, наверное, хорошо, да? Ну, то есть такой момент интересный. С учетом того, что он себя позиционирует как нейтральная сторона. Переводя с дипломатического языка на обычный, Трамп санкционировал это. То есть Трамп при молчаливом согласии говорит: да, мы понимаем, были теракты, были диверсии по ядерной триаде, это очень серьезная история. Кстати, сегодня опять-таки заявляют уже... И вчера Кит Келлог об этом говорил, да, и сегодня уже представители Белого дома говорят, что в Axios публиковали, если не ошибаюсь, что это как будто чихуахуа, да, кусает, наносит урон еще большей собаке, да, только они, понимают прекрасно, что может быть чихуахуа. Опять-таки, это сравнение американской администрации. После того, как эта собака развернется после укуса. Серьезный момент. Об этом надо было думать, да. Сейчас Трамп говорит о том, что, во-первых, нас никто не предупреждал. То есть, администрация Трампа об этом заявляет. Ну, и мы не будем предпринимать никаких действий, чтобы помешать Владимиру Путину нанести удар возмездия. Это было сказано. И это понятная история. То есть, это будет сделано. Сам переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами Америки движется в той парадигме, о которой мы с вами общались на прошлом эфире. Смотрите, когда вижу магистральную линию, да, куда едет машина, условно говоря, из Киева в Житомир, и если она по дороге заехала в Ирпень кофе попить, это не значит, что она там остановится. Да, мы знаем траекторию. Вот траектория – это выход Соединенных Штатов Америки из переговорного процесса. Сейчас все идет на руку для Трампа. Но, опять-таки, Трамп хочет, чтобы этот процесс еще немного продлился. То есть, ему необходимо показать всему миру, что он при различнейших обстоятельствах может усадить за стол переговор Путина и Зеленского. Но параллельно с этим он видит, как происходят дела. Я уверен, что Трамп был уведомлен украинскими спецслужбами о том, что будут происходить диверсии. Более того, это тот случай, когда я верю на слово заявлениям из Киева, когда они сказали: мы уведомили Вашингтон. А потом Вашингтон говорит: нет, вы что, мы не в курсе были, мы не знаем, это в этом, может быть, британцы уведомили, но не нас. Уверен, что об этом Вашингтон знал. Для Вашингтона, например, диверсии, причем сейчас разделяем диверсии, это нанесение ударов по аэродромам военным, и террористические акты, это железная дорога. Можно было бы для Киева с точки зрения медийного эффекта, да, и какого-то там нанесения удара потужного, да, по России, как они говорят, обойтись диверсиями. Но они не обошлись, они пошли дальше, они совершили теракт. И вы заметьте, Владимир Путин, когда говорил об ударе возмездия, он не говорил о диверсиях. Он говорил, что это не за стратегическую авиацию будет, это за гражданскую инфраструктуру с потерями гражданских людей. То есть, это будет удар за это. Так вот, для американцев ситуация прям красивая получается. Значит, Украина наносит удар по ядерной триаде России.
Это приводит к тому, что переговорный процесс на уровне не делегации. Опять-таки, делегации могут еще года 2-3 встречаться, а лет 5 могут встречаться. Сколько это будет длиться? Менять пленных, детей сюда, детей туда. То есть, вот эта вот вся возня такая на земле, да, на тактическом уровне, может долго происходить. Но вот запрос Зеленского, а давайте я встречусь с Путиным, потому что на уровне делегации ничего не решается, вчера он получил на это ответ. И этот ответ не изменится. Путин вчера сказал, что встречаться не будет с террористом и к тому же еще нелегитимным. Я бы, наверное, по-другому сформулировал, да, если бы говорил, сказал бы, что с нелегитимным и к тому же еще террористом. Потому что уже после террориста, легитимный он или нет, это уже не имеет никакого значения. Но высказывание публичное и высказывание главы государства. После чего был разговор с Трампом, и разговор был хорошим. То есть, мы понимаем, что не будет этой встречи. А если не будет встречи, возвращаемся к тому, о чем говорит сам Зеленский, тогда мы ничего не решим. На ультиматумы Киев идти не хочет. Понятно, вопрос тут не только в Киеве, вопрос тут и в Британии, которая не дает Киеву пойти на эти ультиматумы. Вот. А все остальное без ультиматумов, да, как называет Зеленский, без меморандума России в стратегическом плане, все остальное не имеет никакого значения. Вот вообще никакого. Американцам выгодно? Выгодно. Сейчас созданы обстоятельства, которые невозможно преодолеть. Несколько месяцев еще повозятся. Дальше Трамп скажет: слушай, мы выходим. Стив Беннон о чем заявил? Нас хотят втянуть. А Стив Беннон, напомню для зрителей, это очень серьезный человек, стратег Белого дома. Он, кстати, организовал желтые жилеты в 2019 году, когда Макрон начал метаться со стороны в сторону, да, и хотел там европейскую армию создавать. Вспомнил про галлийские идеи единого континентального пространства. Тогда Стив Беннон ему показал его место. Да? Желтые жилеты вышли, Макрон смотрите, он прямо не связан с Трампом и Белым домом. Они с ним когда-то работали плотно. До конца непонятно, он в МАГА или не в МАГА. Как бы он такая единица немножко в стороне, да, какой-то. Вот как планета и спутник. Смотрите, по моим данным, да, причем эти данные идут именно с Соединенных Штатов Америки, люди, которые около лоббистских кругов крутятся, говорят, что они сотрудничают. И он осведомленный человек. То есть, это не просто, да, человек, который говорит от себя. Он понимает, о чем он говорит. Понятно, эти заявления, там, Третья мировая, не Третья, понятно, что это просто популистические заявления. Но среди этого он сказал очень важную вещь. Оттягивают внимание на Украину, когда у нас самый главный вопрос в Тихоокеанском регионе. В Тихоокеанском регионе. То есть, это намек на Азиатско-Тихоокеанский регион. Там, где создан AUKUS, там, где идет вопрос конкуренции и борьбы с Китаем, а их перемещают сейчас в Восточную Европу, которая потеряла ликвидность. Это самый важный момент. Самый важный момент в этих всех Я добавлю здесь, между Америкой и Россией. С вашего позволения, мы сейчас продолжим. Просто вот Индо-Тихоокеанский регион. О чудо! Точнее, не то, что у чуда, ну какая-то диво-дивная прям, да? Тихоокеанский регион. Горит судно, на котором 3000 автомобилей. Просто взяло и загорелось. Экипаж эвакуировали, с вертолетов пытаются в Тихом океане погасить это судно, сохранить, наверное, что-то, да, потому что пожар нешуточный, ничего не смогли сделать на борту. То есть, мы видим нечто. Понятное дело, может, короткое замыкание, ничего там такого нет, но мы видим, что это просто... Смотрите, тут прав Беннон в чем? За вот этой всей чехардой, даже вот по Ближнему Востоку, по Украине не видно вот большой игры. А вот просто так же тут не загорались суда, да, в Тихом океане, которые автомобили перевозят. А тут раз и загорелось, представляете? То есть, там тоже очень интересная, скажем так, шахматная доска, но это уже как бы для другого порядка. И, наверное, я тут соглашусь с многими, которые говорят: слушайте, если бы был мир, и вот условно все закончилось, ну вот все, приняли, с удовольствием бы разные эксперты прикладывали свои мозговые аналитические усилия и на этот регион. То есть, все бы переключились на этот регион, где тоже очень много и черных лебедей, и таких неоднозначных историй. Ну, давайте все-таки вернемся к Трампу. Но тут же возникает момент истины. Так, а что это будет за ответ Путина? Ну, это вопрос, да, это вопрос. На этот вопрос может ответить только один человек. Это Владимир Путин. Ну, на самом деле тяжело
как-то спрогнозировать, ну и зачем заниматься словоблудством и говорит, нет, я считаю, да, это, вспоминаю, опять Хаджуна Средина, когда вокруг бухарского эмира собрались мудрецы, которым он платит очень большие деньги. И они все думали, как поймать Хаджуна Средина и как его уничтожить, обезвредить. И все рассказывали, как его можно уничтожить. Да? Там, кому кровь пустить, повесить, утопить. И причем придумали очень такие умные сентенции, метафор масса, как это будет происходить. Он говорит, это все понятно. Вы поймать-то как его планируете? Как его убить, я и сам понимаю. Это к тому, как многие эксперты прогнозируют, по каким точкам будет совершен удар Владимиром Путиным. Более того, эксперты в Российской Федерации об этом ничего не ведают. Об этом знает президент России и, возможно, Генштаб, который будет выполнять эти поручения. Вот честно сказать не могу. Будут ли это центры принятия решений, будет ли это какие-то военные объекты, вообще понятия не имею. Ну, то, что это не будут гражданские объекты, это понятно, да? Вот. Вопрос, будут пущены ракеты, которые могут сбить ПВО, да? Если могут сбить ПВО, где их будут сбивать? Тоже вопрос такой себе, да? Если это будут ракеты там, по типу орешников, кинжалов, которые ПВО не может сбить, то тогда они будут достигать тех целей, которые будут обозначены. Но конкретизировать цели, думаю, только один человек может. Поразительное. Вот в момент острого кризиса, в момент там, диверсии на железной дороге, они продолжаются. Теперь Воронежская область подключилась. Понятно, что все аналитически пытаются высказаться об ударе по ядерной триаде. Понятное дело, коэффициент полезного действия даже этих фур с этим сногсшибательным голливудским, да, вот этим блокбастерным как бы характером спецоперации, коэффициент не тот, который хотели достичь, то есть многое не получилось, больше половины из того, что не получилось по разным причинам, где-то субъективный, где-то объективный фактор, но тем не менее теперь мы понимаем, да, что урон мог бы быть больше, но недоработано. Примерно такая же история с Крымским мостом, да, когда уже прям отрапортовали, что все, Крымский мост теперь аварийный, он подбит, сейчас там это долго восстанавливать. Перемога. И мы видим, да, то есть, собственно, взрыв, камеры показали, что за камеры, что за взрыв, ну, показали. Ну, в общем, движение идет по Крымскому мосту. Очень классный отвлекающий маневр, однако я хотел бы у вас уточнить политический смысл выпячивания СБУ. Прям Малюка лично, СБУ как организацию. Даже сегодня, казалось бы, рутинная история, она даже не попадает в аналитику, даже с военными экспертами мы это не обсуждаем, потому что смысла в этом нет. Каждый день есть видео с дронов и с одной и с другой стороны, как поражается какая-то техника. Россияне показывают, как бьют и взрываются хаймарсы или там другие какие-то установки. Вот украинцы показали, как там взрывается Искандер, да, вот показали. Но даже в этой обычной, работе, к которой уже все привыкли. Действительно, это, может, надо показывать, стороны тогда как так вот гордятся своей армией, безусловно. Или там деморализующий эффект на армию противника. Но при чем тут СБУ? СБУ уже вроде как не воюет. И здесь приписали, что это не просто там какая-то бригада поразила, а обязательно с СБУ. Зачем лично это делается? Лично Малюк. На самом деле, да, я думаю, что для многих из журналистского, экспертного сообщества не будет секретом, что подобная спецоперация – это прерогатива военной разведки, а не службы безопасности Украины. Первый момент. Второй момент – система сдерживания противовеса внутри украинских спецслужб, да и внутри, в принципе, внутри киевского режима, вокруг того же Зеленского. Это второй момент. То есть, это конкуренция между Будановым, это конкуренция между Ермаком и Малюком, и она происходит. Мои источники мне говорили, что совершали эти теракты, да, налеты, подводные дроны пускали, потому что, как потом выяснилось, да, и Россия опубликовала достаточно такие
интересные материалы, что не было никакого внутреннего подрыва там с 1000 килограммов тротила на опоре, а был просто дрон, не помню, как он там называется, Маричка или как, ну, честно, не вспомню название, да, то есть подводный дрон, который запускали, и его удалось сбить, или он прилетел. Но суть в том, что урон он не нанес, и правильно вы сказали, там через несколько часов движение по Крымскому мосту было восстановлено. Это да. Но момент в том, что Буданов, Малюк, первым побежал и подцепил себе медаль за совершение всех этих спецопераций, диверсий и терактов. Мои источники говорят, что он как бы чуть ли не метит на место того же главы ГУРМО, вот, и не пытается выслужиться перед своим хозяином Ермаком. Ну, тут нет больше никаких объяснений, кроме внутрянки. Вот реально это внутрянка, потому что каким боком это юрисдикция СБУ, подобные спецоперации и диверсии, ну, это никому не понятно. Но это же деморализует армию. Возможности, да. Это армию деморализует. Потому что... Нет, смотрите, давай, если объективно посмотреть, давайте попробуем. То есть, понятное дело, что ну, там, российская армия что-то поражает. Ей не вписывают туда там ФСБ или там еще кого-то. Ну, да. Да? То есть, украинская армия кого-то поражает, а ей вписывают. То есть, ну, это что, СБУ, конечно. Это что получается? Без СБУ не воюется? Да нет, как бы вояки, ну, воины это все равно, как ни крути, можно по-разному относиться там, к составу и к там, идеологии, но это все равно честь какая-никакая, но честь мундира. А здесь на уровне вообще государственном ее, получается, пытаются запятнать. В этом отношении достаточно проблемная история. И я считаю, почему вам задают этот вопрос, не потому, что вы военный эксперт, а тут именно политические мотивы этим двигают. Политические. Да, политические мотивы, действительно перетягивание. Ну, мы же понимаем, что сейчас во время боевых действий, во время войны спецслужбы, особенно в Украине, играют, ну, наверное, первую скрипку. То есть, как бы, это сейчас самый важный орган власти, это самый важный механизм, который действует по другим законам, не прописанным законам в Конституции, в Уголовном кодексе, в Гражданском кодексе. У них совсем другие направления, у них совсем другие законы, и у них более развязаны руки, как на территории Украины, так и за ее границами. Это устранение, это теракт, это диверсия, это все. То есть, это очень серьезный механизм, на котором держится власть Зеленского. И за этот механизм борются как внешние структуры, так и внутренние структуры. Опять-таки, прекрасно понимаем, что Малюк человек Ермака, да? Буданов не человек Ермака. Буданов раньше ориентировался на Британию, с недавних пор он уже держит, так сказать, магистральную линию на Соединенные Штаты Америки. Между британскими спецслужбами и американскими спецслужбами, которые имеют взгляды на Украину, ну, такие, отличающиеся, я бы так сказал, да? Причем в некотором смысле даже кардинально отличающиеся, тоже идет борьба за влияние на спецслужбы, которые, в свою очередь, могут стать механизмом либо укрепления режима, либо снести этот режим могут тоже спецслужбы. И вот если убрать у Зеленского СБУ, ГУРМО, да, там, ну, СВР в меньшей степени, да, СБУ и ГУРМО, то тогда вопрос, а что будет репрессивным механизмом? Что будет репрессивным аппаратом по отношению к там, внутреннему сопротивлению, да, внутренней оппозиции? К спящей оппозиции, да, к внешнему сопротивлению. Внешнему имею в виду там, не конфликта между Россией и Украиной, а политические структуры, которые могут формироваться за рубежом. Пока еще я их не вижу, мы с вами об этом говорили, да, но тем не менее мы понимаем количество украинцев 15 миллионов за рубежом. Рано или поздно, да, какая-то большевистская партия во главе, условно говоря, с Владимиром Ильичем, да, либо Львом Давыдовичем может быть сформирована как-никак, да, и может влиять. И вот если забрать у него этот механизм, то тогда у него вообще, ну, тогда король полностью гол, и он не имеет ничего, никаких рычагов влияния на политические и социальные процессы как внутри страны, так и за ее границами. Поэтому спецслужбы – это серьезный момент, борются за них как внутри, так и снаружи. В данном случае мы видим просто попытку перехватить,
перехватить инициативу и усилить в данном случае службу безопасности Украины, а конкретно Малюка. Опять-таки, конкретно Малюка. Потому что взять, например, ту же переговорную группу, которая летает в Стамбул. Там есть представители службы безопасности Украины, да, Поклад, зам главы Малюка. Но опять-таки, он не подчиняется линии Малюка и Ермака. Поклад ориентируется на Соединенные Штаты Америки. Мы видим, что даже внутри СБУ есть разные башни, да, есть разные линии и разные направления. И сейчас усиливается направление Малюка с помощью Ермака. Возможно, этот полет Гесса, Андрея Ермака в Соединенные Штаты Америки, был связан с тем, что они решили вот таким вот образом показать. А мы могем, значит, не только там по аэропортам, аэродромам, да, а еще и по мосту, по гражданской инфраструктуре, а еще и поезда. А потом Малюк выбегает и медаль себе вешает. В Штатах понимают, так, Малюк человек Ермака, иди сюда. Иди сюда, будем разговаривать. Что вы там еще можете? И о чем поговорили? Вообще какая-то... смешная встреча. Вот смешная не то, что встреча. Встречи достаточно своеобразная. Да. То есть, по графику... опять-таки, Витков, Келлог, даже сенаторы. Сенаторы – это хоть какой-то статус и уровень встречи. Брифинг для сенаторов. Опять-таки, собрались не все, кто там захотел, кто пришел. Мы видели эти фотографии, да, то есть, общался Ермак с сенаторами. Единственный, кто более-менее, действительно важная встреча, это, конечно, с Рубио, потому что это глава Госдепа, это действительно большой человек. Но с ним как-то в коридоре встретился Ермак. По крайней мере, других фотографий нет. Даже не обнялся. Что это за поездка Ермака? Коридорчики поймал, да? Лучше в туннеле, потому что, как известно из песни Высоцкого, туннели выводят на свет, а вот коридорчики кончаются известной стенкой. Но сейчас не об этом. Это здесь я увидел эти фотографии, я, честно говоря, опешил, да? Такие фотографии, нельзя выставлять. Видно было, что Рубио куда-то спешит, и он его поймал чуть ли не за руку, да, и дай два слова сказать. И даже, опять-таки, если бы у них состоялся какой-то предметный разговор, и этот разговор был запланирован, либо даже не запланирован, но Ермак прилетел, они связались там помощниками напрямую и сказали, давай удели мне хотя бы 20 минут времени или полчаса. Была бы фотография хоть нормально, Александр, не было бы так, вот тот бежит, а тот тянет руку, все, мы встретились, переговорили там о вопросах безопасности Украины, о переговорных процессах. Не происходит так разговор, не происходит. Привет, могло быть, что там у вас, все хорошо, да, слушай, занят? Потом как-то организуемся, и мы с тобой обязательно пообщаемся. Либо наберу по телефону. Скорее всего, был именно такой разговор. Дальше Палиса там выступает, зам главы АП, да, выступает перед сенаторами в шикарном виде. Там сидят царские палаты, все в костюмах. Он как будто с фронта приехал, в пикселе стоит. Тоже момент. Зам главы ОП. Че ты в пикселе? У меня вопрос. Причем мы же прекрасно понимаем, что это тактическая форма, которая используется в зоне боевых действий. То есть, даже военные, у военных есть там парадная форма, повседневная, да, и тактическая форма. Так он в Штаты приехал в тактической форме. Не знаю, захватывать Сенат, что он там планировал сделать. Непонятная история. Опять-таки, о чем он поговорил? Россия готовится к войне. Молодец, рассказал. То есть, я думаю, там все поддержали потужную промову Палисы. Честно говоря, было похоже на то, что Ермака действительно дернули туда, чтобы отчитаться либо за проделанную работу, либо объяснить, что же это было на самом деле. И чтобы Ермак себе уяснил и передал Зеленскому, да, что если будут какие-то ответы, а они, несомненно, будут, Соединенные Штаты Америки просто сделают вид, что они этого не замечают. Может быть, какой-то Линдси Грэм раскритикует страшно Россию и пригрозит им новыми санкциями. Да? Но в реальной плоскости политики никаких действий со стороны США предпринято не будет. Я думаю, это донесли очень четко и ясно Ермаку. Прячут реальное положение дел на фронте за этими пиар-историями. То, что происходит на Сумском направлении, это реальная трагедия. Причем, если я это тоже высказывал эту мысль у себя в прямых эфирах, в шуме, дело в том, что если Донбасс, если там приграничье какое-то, да, если история даже на Запорожском направлении, где тоже активизировались бои, об этом нам сообщают,
Если вот, например, разваленный Херсон, ну там ОГА, да, облгосадминистрация Херсонская, туда прилетел КАП, можно объяснить фронтом, боевыми действиями, ну вот такого, ну, как бы порядка, что с 22 года это все, да, вот там, вот в таком масштабе, то суммы и угроза подхода, приближения к суммам на расстоянии менее 20 километров по прямой, плюс еще там, занятие каких-то высот, которые позволят дронам летать разного рода, то есть мелким дроном, не таким ударным, как шахеды, залетать как к себе домой. Ведь за это нужно нести ответственность. Зеленский, среди прочего, кроме там, пополнения обменного фонда, что тоже очень интересно, целью спецоперации в Курской области, да, оккупации временной Курской области, ставил в том числе и безопасность Сум. Ну, вот так это аргументировал Сырский и Зеленский. Мы же помним, то есть мы же не вчерашние, то есть мы помним эти заявления, что да, действительно. Потом были варианты обменяем, не обменяем, но в конце концов эта операция закончилась, ВСУ отодвинули и идут, получается, на плечах, на марше, село в день. Темп достаточно, по меркам вот этой войны, которая проходит сейчас, достаточно тяжелый. Кто ответит за Сумы, потому что там уже люди собирают вещи и уезжают. Да, да. А вы вспомните то же самое. Кстати, да, вот люди собирают вещи и уезжают. В соцсетях переписываются, публикуют, что там кому-то сын маме позвонил, сказал, что нужно срочно уезжать, потому что фронт приближается к Сумам, нужна эвакуация. А что делает при этом киевская власть? Ни слова, никакой эвакуации, ничего. То есть не готовит для людей, которые хотят покинуть Сумы, не готовит какое-то место, да, там какие-то гостиницы, лагерь. Ну, все как должно быть в классике жанра. Да? То есть подготовка мест, в которые эти люди могут приехать и какое-то время там находиться, пока не адаптируются. Я сразу вспоминаю 22-23 февраля 2022 года. Та же история во многих регионах. Зеленский говорит, будем жарить шашлыки. Ничего не парьте, все хорошо. Никуда никто не бежит. Все под контролем. Все под контролем. 2 дня проходит. Начинается 24 февраля. Он в бункере. Да, что он там, пинг-понг играл, да, как писали там журналисты западные, вот, и прочими делами занимался. В общем, сидит в бункере, да, себя обезопасил. Стефанчук семью свою отправляет за границу. У всех семьи за границами уже, у большей части представителей режима. А украинцы в жутких пробках, ракеты летают, то есть непонятно, что происходит, куда ехать, куда бежать. Эта история уже была. Сейчас она повторяется на территории Сум. Опять-таки, это отношение Зеленского к своему населению, к населению Украины. В конкретном данном случае, то есть он видит создание, вполне возможно, он видит создание живого щита. Может быть, для него это очередная прекрасная пиар-акция. Если будут бои там за приграничье Сум или за Сум, это густонаселенная города. Это значит, что попутно, к огромнейшему сожалению, но так оно, к сожалению, случается, попутно будут жертвы среди мирного населения. Если будут бои, например, за Сумы, то жертвы будут большие, если люди оттуда не выйдут. Это понимают в Генштабе ВСУ? Понимают. Это понимает Зеленский, администрация его? Конечно, понимает. Но им же нужно потом картинку создать, с чем-то потом по Европе ездить и рассказывать. Посмотрите, сколько людей погибло. А у меня вопрос, а что ты делаешь для того, чтобы эти люди не погибли? Но это риторические мои человеческие эмоции. Да, это риторический вопрос, на который, понятно, никто ответ не даст. Но возвращаясь к тому, о чем вы говорите, да, Сумы – это следствие гениальной Курской операции. Подчеркиваю, операция была настолько гениальна, что никто из мыслящих людей не мог разгадать этот хитрый план. Все говорили, причем как со стороны Украины, так и со стороны России, что это глупость, что рано или поздно это закончится плохо. И это закончилось плохо. Не обменяли они ни на Запорожскую, ни на Донецкую, ни на Крым, там, да, Курскую область. ВСУ, там, Нацгвардия были выбиты с Курской области. Более того, как мы уже узнаем, что
6 тысяч трупов, которые не успели забрать солдаты ВСУ, когда отступали, остались еще и на территории. 6 тысяч – это Курская область. Конкретно речь шла именно об этой операции. Вопрос, зачем туда отправляли личный состав, простите за ошибку, хотя для них это, наверное, лишний состав был. Зачем это было сделано? Чтобы сейчас Курск поменять на что? На Сумскую область? Молодцы. Опять-таки, если не было бы курских наступлений, брянских наступлений, да, тогда бы Владимир Путин заявил о том, что необходимо создавать буферную зону. А вот Сумская область входит в буферную зону, Черниговская и Харьковская. Непонятно в каком, конечно, объеме, в каком масштабе, но об этом было заявлено, что в том приграничье будет создана буферная зона. Так а что Кто это за молодец? зона? Зеленский. Нет, так а что это за... Это безжизненное пространство? Нет, скорее всего, это будет жизненное пространство, буферная зона, наверное, в виде либо, не знаю, отдельных республик, может быть, каких-то. Я, честно говоря, пока не понимаю, да, тактически, как это будет выглядеть. Но вряд ли это будет безжизненное пространство. Очень глупо будет не использовать это пространство для жизни. Скорее всего, будут созданы администрации в этих регионах. И жизнь будет протекать. Не все же люди выедут. И мы же прекрасно понимаем, что множество людей не может выехать. Да? Кто-то мобильный. А кто-то не мобильный, кто-то старенький, кто-то маленький. У кого-то в этой области вся его жизнь, ему некуда бежать. И в большинстве своем, я, может быть, для зрителей крамолу какую-то, либо тайну открою, многим людям не столь важна красные, белые. Главное, чтобы жить нормально было. Главное, чтобы дали жить. И если стоит вопрос для людей потерять свое имущество, на которое они копили всю свою жизнь, да, или там проявить какую-то национальную государственную позицию, поверьте, они выберут имущество. Об этом в свое время еще очень хорошо Никколо Макиавелли написал. Политолог Давыдюк говорит, что прям партнеры, у него есть данные, помогают Украине добыть ядерное оружие, разработать и, так сказать, овладеть им. Белецкий тоже говорил в свое время, недавнее были какое-то выступление о том, что без ядерного оружия Украине никак. Я так понимаю, что идет какая-то проработка к какому-то, вообще сумасбродному сценарию. Микола Давыдюк, конечно, молодец. Я не знаю, откуда у него такие данные, да, он, наверное, там общается с высшим эшелоном ЦРУ, либо МИ-6, и он знает, что происходит. И более того, ему разрешают об этом сказать публично. То есть, он не боится, что после этого его кто-то ликвидирует. Да? Похоже просто на пустословие Миколы, но эти пустословия очень плохо заканчиваются. Ладно, это говорит Давыдюк, как частное лицо, политолог, не обремененный властью и ответственностью перед государством, да, и перед населением. Но вспомните, был у нас, он еще есть, но уже не у нас, либо мы не у него, Владимир Александрович Зеленский, который за несколько дней до 24 февраля выступил с заявлением, что мы создадим ядерное оружие. Создадим. Я тогда взялся за голову. Я был в эфире какого-то телеканала, я взялся, честно говоря, за голову. Думаю, зачем ты это делаешь? Что ты зовешь? А буквально спустя время выступает Владимир Путин и говорит, что Киев хочет создать грязную ядерную бомбу. То есть, надо это было говорить? Опять-таки, объективно, может ли Киев создать ядерное оружие? Существует договор об ограничении распространения. Да? То есть, во-первых, никто не имеет права помочь. Сейчас между Соединенными Штатами Америки и Россией идут серьезнейшие разговоры об Иране, об иранской ядерной программе. Да? Иран закончил там по мирному атому. И американцы очень сильно обеспокоены, чтобы Иран не закончил производство своего ядерного оружия. Существует масса конвенций и ограничений по этому вопросу. Поэтому никто Киеву не поможет, особенно Зеленскому, который, извините за такое выражение, но будет как обезьяна с гранатой, непонятно, что с этим ядерным оружием случится, куда он его направит. Да, а может направить и начать ядерную войну. У кого? Мне кажется, на Западе никто не хочет
бросить Лондон, Ниццу, белоснежные мраморные полы, дорогущее шампанское и развлекуху и спуститься в бункер и кушать тушенку. То есть, таких там идиотов нет. Поэтому грязное ядерное оружие, вот если идет речь о грязном ядерном оружии, то могут помочь создать. Могут, конечно, на ядерных отходах. Более того, я открою большой секрет, для Зеленского не нужна в этом даже помощь. Он может и сам это сделать, да, с отходов из ядерного топлива. Но к чему это приведет? Дай бог, чтобы у них хватило мозгов это не делать. Дай бог. Важный эпизод дня сегодняшнего – это прям публикация. Это не глубинка, это не какие-то, условные там цыгане, подравшиеся с пограничниками. Это столица. Да, район ДВРЗ специфический, там, понятно, промышленный, железнодорожный, но тем не менее. ТЦК в отстойнике. Что такое отстойник? Это имеется в виду, человека задерживают, и он там находится какое-то время. Какое, никто не знает. Как получится. Кто-то находится сутки, кто-то едет через час сразу в учебку, кто-то там может и неделю просидеть, может и 1,5. Вот именно в этом отстойнике, казарма внутри ТЦК. Да, там человек ждет своей дальшей участи и своего распределения. Произошел бунт. Появились видео о том, что прям спецназ милиции, полиции, да, спецназ врывается и утихомиривает, так сказать, разбушевавшихся будущих защитников, или, как принято считать или доносить Зеленскому, добровольцев, которые идут, так сказать, добровольно защищать Родину. Очень опасный прецедент на фоне того, что все чаще и чаще появляются, и это уже не скрыть, не замазать в российском ИПСО кадрами Луганск-фильма сопротивление людей на улицах, бусификации. Но мы видим очень интересную миграцию этого процесса. То есть сначала это было просто видео, и все возмущались в соцсетях. Кто-то поддерживал, кто-то возмущался. Потом это стали акты сопротивления, когда женщины выходили и начинали как-то противодействовать, у них получалось, не получалось. Дальше эволюция идет к тому, что уже прям останавливаются машины, выскакивают другие водители, вступаются за гражданских, которых так мобилизуют, военная, которая или там, по ранению в тылу, или в отпуске, или неважно. Да? Сами военные, которые приходят в отпуск, говорят, вот я не знаю, у меня дилемма, я иду без формы, меня примет ТЦК. Я иду в форме, на меня так смотрят, я боюсь лопатой сзади получить по затылку, понимаете? То есть это проблема. Но эта проблема же идет дальше. И вот дальше уже слезоточивый газ, сопротивление, народные прям такие бунты, Каменец быстро погасили. Быстро. И мне вот на самом деле, если, например, черкасскую историю, там картинно, показательно пришли, врывались в дома к людям, которые сбивали шапку у ТЦКшника, кашкет, да, вот этот, то, там, Каменец, там вообще тишина. Хотя там ТЦКшник, трезвый, нетрезвый, непонятно, экспертиза ничего не показала. Порезали шины машине, потому что она ехала, придавила бабушку, которая там сопротивлялись. Весь двор вышел. И после этого тишина. Точно позатыкали рты, причем, наверное, такими методами, разными методами, потому что даже ни одна местная группа, никто, только люди там шушукаются между собой. Даже никто не берет на себя смелость опубликовать, что вообще было дальше после этой истории, которая напоминала вторую Врадиевку, для тех, кто помнит, да, которая обернулась Януковичем достаточно, скажем, большими проблемами именно изнутри, из того, что называется глубинная Украина. Так вот, это все перекочевало в отстойники. Но отстойник – это место, когда ты вроде как, практически уже военный. По документам, наверное, ты уже военный. Но ты вроде как между небом и землей, ты вроде не в учебке, но ты вроде как вот еще, уже не гражданский. То есть мы же можем, опять-таки, исключительно умом, логикой провести эту черту дальше. Те, кто геометрию учил, да, вот эту линию, дальше. А дальше, получается, если уже есть бунты в отстойниках ТЦК, могут появиться бунты в учебках, а дальше страшно предположить, что произойдет. Что скажете по поводу этого явления? Потому что
кажется, вот эта вся лабуда о том, что правила, поведение, оповещение, ТЦКшники, все с боевым опытом, кажется, какая-то залипуха. Насчет ТЦКшников с боевым опытом вчера один уже высказался публично на камеру. Он сказал, что он не рожден для войны. Это насчет боевого опыта ТЦКшников. А еще один персонаж вчера в Киеве был пойман на взятке, да, $2000, и просил справочку, да такую, чтобы и на потоках остаться, а для армии на инвалида покосить. Так что, все прекрасно это понимают. И не только там журналистское, экспертное сообщество, политическая тусовка. Да, люди обычно смотрят, читают новости, смотрят выступления разных людей, видят доказательства. Это не просто кто-то придумал, сказал, ТЦКшники такие. Да нет, это же публично высказывают, публично бьют людей. Физика. Физика. Чем сильнее жмит ты на пружину, тем сильнее она даст тебе отпор. Понятно, что есть определенная сила, да, определенное время, сколько они еще могут сжимать народ и сколько могут давить. Но будет какая-то критическая точка, после которого пойдет уже совсем обратная реакция. Мы уже видим локальные случаи, это пока локальные, понятно, они могут перерасти в массовые. Если бы, конечно, к этому подключилась какая-то организация процесса, а еще бы были выделены деньги, да, тогда мы могли бы сказать, что революционная ситуация не просто назрела, да, а она уже начала действовать. Но мы прекрасно понимаем, возвращаясь к тому вопросу, который мы обсуждали насчет спецслужб, чтобы если какая-то организация появится, либо деньги откуда-то зайдут, то этих людей банально ликвидируют просто. Да, в лучшем случае они сядут. Но я уверен, что будет ликвидация. Как умеет ликвидировать СБУ там и прочие спецслужбы, мы видели на примере Киреева, своего человека, переговорщика, да, и на примере многих других политиков, которые находились за границей Украины. Так вот, к чему я говорю. Локальные случаи уже часто начали попадать в сеть. И вот те же люди, которые шапку сбили, сразу пытались украинские власти купировать это сопротивление, залетели к ним домой. Там, действительно, как будто Пабло Эскобара принимали. Картина была прям такая, с автоматами, в касках. Взяли 2 мужиков и женщину, дали им по 5 лет. То есть, показали всем, что если вы будете как-то сопротивляться, то вот вам 5 будет. То, что вы говорите сейчас происходит в этих так называемых отстойниках, чистилища, да, или как его там еще не назови. В общем, это очень тревожный звонок уже. Это очень тревожный звонок для режима Зеленского. Потому что это говорит о том, что большинство людей... А существует разная статистика. Понятно, соцопрос невозможно провести, особенно в вооруженных силах. Да, это просто нереально. Но с учетом количества людей, которых насильно задержали, а многие даже там комбаты, добробаты, офицеры ВСУ, которые публично выступают, они говорят, что добровольцы уже давным-давно закончились. Это их выражение, это не Лазарев придумал, да, либо ИПСО какое-то. Это их выражение, что добровольцы закончились еще в 22-23 году. Вот. А сейчас люди, которые не хотят идти умирать за Зеленского, тем более, когда они видят, что Зеленский творит с государством Украины, а тем более сейчас еще добавилось, что он не хочет признавать 6000 трупов, а сказал, что только 15 мы можем опознать, а все остальные, Бог его знает, откуда их привезли. То есть, как он относится к семьям погибших. Это все видят. Как эти ТЦКшники, не люди, относятся к населению Украины. И случаи СЗЧ, побегов с фронта, сдачи в плен скоро будет очень массово. А при таких обстоятельствах, я, конечно, не военный эксперт, да, но на логику, чисто на логику. Если 9 из 10 военнослужащих на передовой будет туда насильно отправлен, и он не будет хотеть этого, то он либо сдастся в плен, либо будет просто бежать, как в СЗЧ, да, или как там называется, и фронт обрушится.
Вот к чему это все идет. Понимают ли это во властных кабинетах Киева? Я думаю, понимают. Но им нужно так денек продержаться, да, до ночь простоять. Либо наоборот. Зеленский сказал же, 26-й год. Вот, в принципе, вот вам и отметка. До 26-го года у него есть люфт временной, за который он может решить все свои насущные проблемы. И проблемы своего окружения. А дальше, как известно, опять-таки, не мое высказывание, а Зеленского. Он молодой, он поедет путешествовать. Я думаю, что где-то возле Макрона ему уже домик уготовлен. Ну, вот так вот. И год ему нужен. Александр, тут понимаете, какая история? Ермак говорит, что... Ну, это, кстати, очень поразительно. Вообще все вот выкручивают и выставляют вообще в другом свете. Абсолютно в другом. Ну, вот, например, да, Ермак говорит, что вот последние дни показали, да, о том, что Украина может сопротивляться, что все как бы нормально в том плане, что, ну вот, да, то есть Ермак вообще уверен, что будет победа и справедливый мир. То, что произошло за последние дни, показало, что Украина не проигрывает эту войну, а Россия не выигрывает ее. Не побеждает. И спустя более 3 лет Украина выживает, Украина борется и способна достичь справедливого и прочного мира. Отличное заявление, Newsmax его цитирует прямо сейчас. Параллельно с этим даже вот такой лютый ад, к которому уже, кстати, многие привыкли и уже шибко не обращают внимания, ну вот Херсон я упоминал, там разбили кабом администрацию, облгосадминистрацию. Ничего страшного. Украинский паблик, вот один из пабликов пишет, что трезубец, который упал и ударился об землю, уцелел. Уцелел трезубец. Это знак, что все будет хорошо, что Украина сможет победить. То есть вот таким вот образом как бы формируется, вы поняли, да, вот этот вот эффект потужности. Ввиду этого я хотел бы все-таки обозначить определенные временные рамки и магистрали. Потому что магистральное движение катастрофическое. Украина в дефолте. Это признают международные организации и четко выдают. Они не заплатили по ВВП варантам, не заплатил дефолт. Бюджета нет. То есть выходит министр Марченко, говорит: ребята, депутаты, сейчас всем вы там надумали разъехаться по отпускам лета. Видимо, наверное, будут корректировать планы, потому что нужно быстро перекраивать бюджет. Второе полугодие не вытягиваем. Кто-то говорит 200 миллиардов, кто-то 400 миллиардов, кто-то 500 миллиардов. Там, смотря как считать. В общем, смысл понятен. Денег нет, но нужно все переделывать. Магистрально вот этой линии, о которой вы говорите, точнее, это Зеленский говорит, а вы приводите в пример, что вот условно год цели, задачи четко вот это вот повоевать, не за что и неоткуда брать. То есть эта война на истощение подходит к концу. Дальше должна быть или какая-то свежая струя, что может быть там новая территория, намекает Зеленский на Беларусь, некоторые там тучи видят над Приднестровьем. Например, да, новая территория, новая реальность, все по-новому, все, перевернули страницу, с нуля, поехали. И там уже включаются другие игроки плотно. И деньгами, и живой силой, и всем остальным. Или, заканчивать, мы видим, не хочет. Или что тогда? Потому что денег уже, в общем-то, не хватает. А американцы денег не дают. Не дают и не будут давать. Все, кормушка закончилась. Да? Потоки закрыты. Американцы – это всегда бизнес. Это всегда про интересы, это всегда про заработок. Там, где они не видят заработка, либо они видят, что они без денег могут вытянуть, то они туда денег давать не будут. Нет смысла. А насчет дефолта хочу напомнить зрителям, и пусть все скажут спасибо для Ерайска в 2015 году, благодаря ей, ее подписанию с Международным валютным фондом реструктуризации долгов, да, эти все евробонды и те выплаты, которые как бы отстрочили до 2020 года, и они потом должны были начать выплачивать с бешеным темпом, если рост экономики будет
около 4%, если не ошибаюсь, это 15% нужно будет выплачивать с ВВП, а если больше 4, то 40 или 50. Ну вот, собственно говоря, оно дает свои плоды. Более того, украинская же власть любила похизуватися ростом ВВП, да, в который включала кредитные поступления, а не произведенные товары и услуги на территории Украины. Ну вот, держите результат. Держите результат. Отказались от рынков сбыта, держите результат. Переориентировались, так сказать, на европейский рынок, получили квоты на 2 месяца. Вот вам результат. Это все действие, это не просто так, откуда-то взялось. Если люди думают, что дефолт это из-за того, что 24 февраля 2022 года началась война и все, и именно в тот момент экономика под откос пошла, так я хочу напомнить, что это еще с 2014 года началось. Экономика под откос идет очень и очень давно. Понятно, что с 2022 года это просто этот поезд ускорился, да, и стремительно начал лететь в пропасть, в бездонную пропасть. Вот. Так, возвращаясь к тому, за что и как Зеленский будет воевать. Я не верю в то, что сейчас будут начинаться какие-то конфликты на территории Беларуси. Более того, нет ни у кого интереса этого делать. На территории Беларуси и ядерное вооружение, размещенное Российской Федерацией. И договор действует. Это считает, что начать войну с Россией только на другой части фронта. Я не вижу интереса у поляков самоубиться, да, об Россию или у Белоруссию. Либо у финнов каких-то, либо у Литвы, Латвии. Не будет задействована 5-я статья НАТО. Не будет. Как бы там кто не хотел в это верить, это всего лишь бумага. Вспомните, какие гарантии давала Британия, Франция для Польши в начале Второй мировой войны. И потом просто посовещались, дали пару советов и поляков раздеребанили. Та же история и сейчас. 5-я статья действует исключительно по отношению к США. Вот если кто-то дергнется на Соединенные Штаты Америки, то Трамп призовет всех, и все будут воевать и умирать. Да, условно говоря, я не вижу обстоятельств, при которых на Америку может кто-то напасть. Идиотов нет. Да? Ладно, ситуация такая, что никто не впряжется за маленькие страны. Поэтому вариант только один. Вариант один. У Зеленского заканчиваются деньги. Какие-то небольшие поступления будут идти от европейских стран. Они хотят эти потоки сохранить. Они на этом зарабатывают банально. То есть европейские лидеры... Рамштайн показал... Рамштайн, да, но это уже не тот Рамштайн, который был раньше. Вообще не густо. Да, это совсем другое. В отличие от Соединенных Штатов Америки, ни в одной европейской стране нету федеральной резервной системы. Они не могут напечатать миллиарды долларов или триллионы, да, экспортировать инфляцию на другие страны. Они должны эти деньги зарабатывать. Более того, с учетом беззубой, безмозглой, компрадорской политики европейских чиновников, они загнали свои страны в стагнацию, и скоро уже будет депрессия экономическая. То есть там минусовые показатели ежегодного ВВП. То есть даже в Германии материнские компании переезжают в Штаты, американцы потирают руки, создают для них шикарные условия. То есть у европейцев как таковых своих денег практически нет. Да? Есть там на содержание своей социальной, экономической базы, и то в очень ужатом, скукоженном варианте. Потому что опять-таки вопросы энергоресурсов, углеводородов, санкций и прочих вещей связывают для них руки. Но эти потоки, которые они уже успели оседлать за последние 3 года, а если кто-то считает, что в Европе нет коррупции, то глубоко заблуждается. Через Украину, которые идут и выводятся в аффилированные компании, связанные с европейским высшим руководством, они не хотят потерять. И вот сюда они будут забирать у бюргера условного, да, социальную помощь, но на сброю они дадут. Понятно, это не будет 100 миллиардов. Миллиардов 5 дадут, с них 3 украдут, распилят вместе с Зеленским. Да? 2 пойдут на закупку вооружений. Опять-таки, я не исключаю, что Соединенные Штаты Америки, которые выйдут из этого конфликта, они выйдут, политически им это невыгодно, не оставят поставки вооружений через европейских партнеров в каком-то виде. Может быть, даже это оружие не будет попадать на территорию Украины. Может быть, следующая схема организована, что значит Европа продает свое оружие, а из-за того, что она находится в НАТО, выплачивает там процент на оборону и обязуется покупать у американцев свои запасы, она пополняет уже с американского военно-промышленного комплекса. Плюс заявление Стармера о том, что нужно готовиться к войне с Россией. Британцы заявляют, да?
Какая война с Россией у Британии? Понятно, что это дичь полнейшая. Но опять-таки это сохранение потоков и переориентация экономики. Потому что они посмотрели, как на этом зарабатывают их коллеги, и думают, ну мы что же не идиоты, мы хотим тоже заработать. Хотя вопрос там европейской армии, да, европейской, британской, ее там мощи великой, 70-тысячной и Нет, прочего. это точно заявление под НАТО. Это точно вот та история, что все должны собраться и всем скопом вот это вот правильно, идти это воевать. все деньги. Так вот вопрос в том, что на год еще, возможно, хватит. Но хватит с учетом того, что фронт будет рушиться, и область за областью будет теряться. Вот такая вот реальность. И к этой реальности привел Зеленский. Я возвращаюсь к тому, что Минск-1 был плохой, Минск-2 очень плохой, Стамбул-1 вообще ужасный, подписали, не выполнили. Стамбул-2 мы на ультиматумы не пойдем. Ну, так, простите, наверное, тогда будет еще и Стамбул-3. Только тогда уже речь будет идти о Киевской, Житомирской и Винницкой области. Если не хватает ума оценить свои реальные возможности и свои силы. Ведь, как мы в прошлый раз с вами говорили, Россия воюет своим вооружением и за свои деньги, а Украина нет. Это фундаментально. То есть, это фундаментально вообще в ведении любых конфликтов, будь то военных, будь то политических, экономических, наличие своего ресурса. Чтобы закончить наш эфир, вы так упомянули, я вот предлагаю емко, коротко, но вот попытаться оценить, проанализировать. Значит, в Польше, которую вы упоминали, которая там не будет стираться, Сейм установил 11 июля День памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА на территориях Второй Республики Польша. Речь идет о Волынской резне. Это 43-й год. В общем, это официально признанный акт геноцида. Все. Точка. МИД Украины быстро заявляет о том, что решение противоречит духу добрососедских отношений между странами и не способствует достижению взаимопонимания, призывает польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности. Ну, в общем, понятно, да, это уже мало кого интересует. Вот, казалось бы, да, очень, такое важное историческое решение. И тут поляки кого-то очень сильно напоминают. Кого-то украинского. Да? То есть, потому что такая же история. Голодомор признан геноцидом. Не только, вообще, советская оккупация. То есть, вот эта вся история, декоммунизация. А тут же, получается, этим же оружием, только получается зеркало, да, определенно. У меня вот какой вопрос созрел ввиду этого. Вчера прошла новость, а сегодня там добавили оперативное видео. И Киевская область, это поселки, которые там вокруг Киева. Две девушки, 31 и 34 года, включили русскую песню, под которой там гудит Инстаграм, да, о России еще и добавок. Включили, они выпили, решили там погулять, так сказать. Это частный сектор, села какие-то. Приехала полиция и оштрафовала их. В принципе, ничего не нарушали. Были пьяны, включили музыку. Да. Единственное, за что можно было их принять, хоть у нас и развиваются вот эти скандалы, да, на фоне того, что там русскую песню нельзя слушать или включить, там все сразу быстренько начинают шить какие-то страшные вещи. Но по закону там штраф 170 гривен, типа громко включили. Неважно что, просто громко мешали соседям по улице, мешали вообще по общественному порядку. Не знаю, что там дальше было. Наверняка там эти девушки протрезвеют, будут извиняться и так далее, и так далее. Как вам кажется, если события 43-го года, времен немецкой оккупации территории, находят спустя 80 лет, да, больше чуть, 80 лет, находят вот такой политический отклик. Какой политический отклик найдет дерусификация Украины последних лет?
Знаете, очень интересный вопрос. Более того, может, кто-то из зрителей не знает, я вообще уроженець Хмельницької області, да, і досить непогано розмовляю українською мовою. І знаю її з дитинства, і розмовляю непогано. Но для меня русский язык в свое время, да, ну, я двуязычный человек, я разговаривал с детства и на русском, и на украинском языке. Но русский язык стал языком сопротивления. Сопротивления идиотизму и безумию, которое начали творить после Майдана. И вот когда они начали это творить, начали принимать языковые законы, вспомните там 18-й год, да, когда в нагрузку там для Зеленского и новой Верховной Рады Парубий тогда продавил этот языковой закон, который вводил квоты на телевидение, который запрещал там обучение детей на русском языке в школе, там, и много-много-много вещей. Да? Он сейчас достигает своего апогея и полнейшего безумия. Уже книги сжигают, запрещают. Да? Вот недавно начали уничтожать книги там, какой-то писательницы, в произведении которой там что-то позитивно написано про Россию. Полнейшее уничтожение литературы, классики мировой, да, российской, там, того же там, Достоевского, Лермонтова, Пушкина. Вот. Дальше уничтожение памятников, переименование улиц, там, метро, да, переименовывают. Уже там не Льва Толстого в центре Киева, да, как-то по-другому. Я уехал, не застал этого. Но вот суть в том, что это, как и бесчинство ТЦК, тоже работает. Чем больше ты сжимаешь, тем больше потом идет ответ. Причем, более того, сжимается не только в социально-культурном аспекте, сжимается и в экономическом, да, и в запретах, и в ограничениях. И люди начинают, в особенности подрастающее поколение, оно начинает видеть весь этот балаган и беспредел, который творит власть, которые можно это делать, и творят их опричники, да, которые нацепили форму и тоже считают, что десяток человек ухилянтив расстрелять, а еще тех посадить, а тех поломать. И ходят козыряться, да, на геликах ездят и на ленд-крузерах 300-х по Киеву. Те, которые еще позавчера с ногтями нечищенными ходили. Я сейчас не про всех, я говорю про вояк киевских ресторанов, да, которые интервью раздают и рассказывают, где кого колонизировать можно, а кого расстрелять надо. Молодежь на это смотрит. И когда им начинают запрещать слушать музыку, которая в тренде, которая нравится, интернет они ж не могут пока еще запретить, да? Люди, дети заходят, они там смотрят, это все модные, они ж не борются, да, там с русским языком, созданием качественного украинского контента, нет, они путем запрета идут. И все это накапливается. И как выражение социального сопротивления оно будет происходить через российский язык, через российскую культуру, через российскую музыку. Таким образом, опять-таки диалектика получается. В прошлый раз у нас марксизма была диалектика, да? Сейчас получается, что через запрет российского они русифицируют подрастающее поколение. Вот увидите, это действительно будет предметом сопротивления. И это сделают именно Зеленский, да, и такая праворадикальная его окружение. Они русифицируют украинскую молодежь. Еще лет 10, и они не будут обращать внимание на обезумевших людей, которые там кричат «Бандера и Шухевич». Так вот, а насчет Бандеры и Шухевича, возвращаясь к этому вопросу, слушайте, Дуда вообще-то, да, заявление сделал. Геноцидники и убийцы. Геноцидники и президент Польши. Понятно, там уже до окончания каденции оставалось пару дней, но тем не менее, да, как геноцидники. Вот. Поляки давно так относились к бандеровцам. Более того, бандеровцы такими были пособниками гитлеровского режима. И кто бы мне не рассказывал, что Степан Бандера, там, он был за вильную Украину и за прочее, ничего подобного. Человек, который сел в тюрьму на территории Польши во время польской оккупации Германии, его выпустили. Потом он как бы сидел в тюрьме на территории Третьего рейха, но к нему жена приезжала и детей еще рожал, и он проводил спецоперации на территории Украины. Прекрасно знавший немецкий язык и видевший агитпродукцию Германии насчет плана ОСТ,
там, где удел земли и 5 белых рабов каждому, так пускай мне никто не рассказывает, что он был за Украину. То есть за деньги, да, вот за деньги, да, вполне возможно, Бандера был именно таким, да. Понятно, это уже история, мы не можем там рассуждать о личности Бандеры, да, его никто из нас не знал. Но по поступкам можем судить. Так вот, для поляков это нацист и негодяй. И они это прекрасно понимают. А то, что Украина решила героизировать его, да, сделать из него героя, идола, чтобы насолить в первую очередь России. Ну, мы же типа не такие, советское прошлое отказываемся, а что у нас еще осталось? Ну, раньше хотя бы ссылались там на казачину, да, вот казаки были там и прочее, такое, нейтральное. Но казаки, они же в итоге-то потом вместе были и с Российской империей, и входили в Российскую империю, тоже не подходит. Надо вот такие, которые прям вот вообще. Ну, отошли бандеровцы. Так вот, поляки к украинцам и так всегда относились с ненавистью. Ну, больше украинцев поляки, наверное, не любят русских, да. Вот. А украинцев поляки называли, ну, это реально выражение в обиходе Польши, холопы из сиренов всходних. Это обращение поляка к украинцам. Более того, много у меня знакомых, которые обосновались в Польше, они тоже рассказывают, как к ним в магазинах обращаются, когда узнают, что они украинцы, да, как лицо меняется. Это отношение, которое формировалось, ну, не одно десятилетие, а может быть и столетие. И сейчас они понимают, что Украина уже не является трендом. Украина все, это уже не тренд. И можно возвращаться к вопросу, который их беспокоит. Нацизм, бандеровщина и вот вам волынская резня. Так вот, еще к одному, вот прям заканчиваю, подытожу. Вопрос был в начале 22 года, когда Дуда приезжал к Зеленскому. Многие люди осведомленные говорили, что они чуть ли не подписали договор о конфедерации западноукраинских земель и Польши. Так вот, если случится так, что прогноз Интерфакса там, да, о разделе Украины, там, фрагментации будет осуществлен в реальности, то и полякам отойдут какие-то регионы, может быть, в конфедерацию, пускай это будет называться Украина, да, но в конфедерации с Польшей, то есть евроинтегрируется, то первым делом поляки начнут там денацификацию проводить, сносить памятники Бандеры, улицы и прочее. Вот такой вот интересный момент со всех сторон. Да. Ну, вот это называется цена ошибки. Да, да. Цена ошибки. Цена ошибки длиною, да, уже в 11 лет. Ну, сколько там поколения, да? Ну, если как считать, там поколения, если ну, считать, 10 лет поколения, да. Если считать живущих, там 3 поколения, да, то есть это цена ошибки. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Взаимно спасибо и вам. Друзья, спасибо, что смотрите, подписывайтесь, берегите себя и друг друга. Добра и света.